Ничего не получается у скамеечки. Здесь все потекло, плюсовая температура. Стоим, ждем загрузки. А у меня ее нет. Время идет к 8 вечера. Еще мне 1,5 часа подождать, и все. Можно спокойно отдыхать до завтра. То есть день я простоял, меня не загрузили. Так, ну что, попытка еще одна. Ни в какую. Ленивец у него до конца не поднимается с места. И также на прицепе ось у него не поднимается. Почему он не сдаст до конца, до рампы? Чтобы места больше было. Ну и автобус. Тут автобусная остановка. Автобус вообще налегке, слушайте, как будто так и надо. И пошел. Ну нет, у него таким образом ничего не получится. Мало я сомневаюсь, что у него выйдет это. Пытается он максимально перекачать вес, но что-то у него не получается. Ну, она у него уже, когда с места буксует, то ну смысл куда-то ехать в гору, я не понимаю. Да. Ну, должен цепануться. Но здесь уже проще ему хотя бы сейчас выровняться. И пойдет, пойдет, пойдет. Все, нормально. Чтоб не говорили, что я вам только показываю шикарные условия, покажу вам и обратную сторону. Условия, так сказать, спартанские. Здесь просто вообще контейнер, будка. Здесь, кроме туалета и душа, нету ничего. И в целом-то вот такое вот здесь движуха. Это у нас большая фирма, фабрика, богатая. Только не хватило на комнату отдыха. Бойлер на 10 литров. Ну ладно, не на 10, на сколько? На 20. И отсутствие бумаги от слова совсем. Не мыло, ничего, но есть горячая вода, и туалет уже хорошо. И душ. Ну еще это помещение невентилируемое от слова совсем. Короче, выяснилось, что подали неправильный мой... Ну, то есть зарегистрировали неправильный какой-то номер грузовика моего. То есть, ну, где-то ошиблись. Ну и чуваки ходили среди всех здесь машин и искали несуществующего номера автомобиля. Мне написали подойти до офиса, время у нас уже 7 часов. Написали подойти и разобраться, я разобрался и
Короче, еду под рампу. Ну, все вышло не совсем так, как было. Хотелось бы, но что поделать. Такая работа. Собственно, выезжаю я задом. Вот тут аж трется там. Мне что постоять, подождать. Ой, как тут шумно. И опасно. Так, вроде нормально. Я думаю, сейчас меня быстро закидают. Yes. Up, окей. Up, так up. Окей. Окей, thank you. Ну что, следующий я буду штурмовать, как раз, я же говорю, сейчас вечерок идет к нулю, погодка к -1, шикардос. Ну и потом туда на подъем пойдем. Теперь понимаете, для чего я подымал жопу? Теперь у нас стоит это все как надо, и мы не упираемся нашим крылом в землю. Это так, просто для ленивых. Также есть у нас функция есть у нас со включенным зажиганием, когда держит транспортное положение. Ну зачем нам стоять с включенным зажиганием? И я знаю, как это делалось в предыдущих версиях, а как делается в этой версии, я понятия не имею, какой комбинацией кнопок нужно сделать, чтобы у нас зафиксировалось наше транспортное положение. Кто мне расскажет? Стартуем. Загружены. Стартуем. Слушайте, я могу предположить, либо у него плохо работал ленивец, либо у него резина была полная Г, так сказать. Потому что я выехал идеально. Ну, с разгрузкой, естественно. Естественно, с разгрузкой. Вроде все параметры наши настроены. Ось на прицепе в итоге у меня не поднимается. Ничего мне там никто не сделал. С этим будем разбираться мы в следующем году. Ну, то есть с большим весом она не поднимается у меня. Так, нету никого, отлично, далеко. Так, ну и тут место занял термотранзит. Блин. Надо было ему тут встать, я хотел кофе набрать. Точнее, горячего шоколада. Ладно, попробуем сделать это в Альте. Там в Альте вообще ужасная заправка, циркуль. Но я попытаюсь что-нибудь сделать. Итак, у нас 3,2. Нету смысла мне в поднятом ленивце. 4,3 у меня нагрузка на ведущую ось. 14,3, да, я сказал. И 23 тонны у меня на прицепе. Ну, вот, рыбный вес.
вполне рыбный вес. Но так как 3 градуса у нас здесь дорога, я думаю, здесь ничего не должно никуда буксовать на подъеме. Хотя, может, вдруг, прикиньте. Будет прикольно. Да не, ну какой. А вы знаете, как раз таки и буксует. Как раз таки и буксует. Но немного. Чуть-чуть я дал. Я думаю, мне этого должно хватить вполне. Ну вот хоть и 3,5 градуса, но все равно собака ты, ну. Давай, греби. Все, мне тут чуть-чуть осталось перекинуться на эту. Отлично. Вот так бывает, друзья, да. Когда у вас 23 тонны на жопе, так бывает. Что и при плюсовой дороге у вас будет буксовать. Но оно получается, как правильно назвать, температура воздуха типа 4, да, а дорога 0. Так получается у нас. Что-то в этом роде. Ну и здесь, значит, 8 часов вечера, вот как раз, как я и говорил, я выеду так. Все назло, и меня последним загрузили. Машину они не могли найти. Беда полная. Машина была указана G0FS7. Ну, как есть уже, значит, сегодня вторник вечер, сегодня я проеду, может быть, до 3, может быть, до 4 часов ночи, лягу спать. Ну, границу пройти перевал Альта сейчас самое главное. Затем граница, ну и там уже спокойно по финке поливать до упора. Завтра день работаем, ну, точнее, после 9 паузы. До вечера я буду работать. И в четверг у меня паром 18:00 с Нюнинсхамна на Гданьск. То есть, как я сюда пришел, так отсюда и уйду. И у меня после того паромчика останется 2 печатки, как я и говорил. Именно с Пулфериса. Мне нужно будет еще 2 раза прогуляться на нем и получить 100 злотых. А там я куплю, наверное, себе джинсы. Я там увидел, мустанговские джинсы продаются на пароме. Ну, вообще на Пулферисе, получается, продаются мустанговские вещи. И довольно-таки интересно есть из чего посмотреть и выбрать. И по доступной, точнее, ну, цене. Вот у нас здесь тоже такой подъемчик. И она не идет возле воды, да. Поэтому перекидываюсь я. Хотя вроде бы асфальт, да, и посыпано. Но это ничего не дает. Вот здесь, в этом месте, встрял мой кореш. Последний раз, когда я говорил, что двухосник его подсадил. У меня что-то она пытается тут подбуксовывать. Поднялся полностью, ладно. Это еще цветочки, я говорю, что... Говорил уже не раз в видео, когда я в том году встретил при +8 и гололед просто жутчайший на ровной дороге, где нету рядом гор, где нету рядом воды. То есть для меня это был просто шок и внезапность, и реально, ну, на таком... Просто все чудо и счастье, что в тот момент у меня было 2 руки на руле. Только это меня как бы спасло, что я смог какими-то чудесами там вырулить эту ситуацию, так как меня там начало раскидывать по всей дороге. Ну, а пока что движемся на Альту. Попытаемся все-таки набрать горячего шоколада. Ну что, полет нормальный, у нас минус 1,5 градуса. И здесь у нас... О, циркуль, кстати. Поворот на 6, на Альту. Нам туда, потому что на Кивилом идем так. И 6... Ой, 6 говорю. 6, ну да, 6. А вот циркуль
мне больше интересен. Можно ли там стать как-то где-то? Я вот не помню, что-то я вчера так провтыкал. А мы можем-то проверить, пешком пройтись, да? Мы станем вот здесь сейчас. Ха-ха-ха. Я заглушу рефа, потому что, возможно, здесь дом. Не знаю. И пройдусь пешком туда. Здесь на заправке я не мешаю. И помчим дальше. Короче, друзья, долаживаю. Там магазин не циркуль, как бы, сервис не циркуль. Но кофе, у кого есть кружка, бесплатная все равно. Но кофе, точнее, я как набрал горячего шоколада, оно отвратительно. Зато по скидосу я купил себе такой десерт. Очень он мягкий какой-то, интересный, мне понравился. Я такого не ел. Решил я купить за 44 кроны. Стоило мне это удовольствие. Вот, собственно, там есть грузовая колонка под циркуль. Заправиться можно, стать там тоже можно. Но шоколад там говно. Погнали мы на Альт. Минус 4,6 в сторону Альты через небольшой такой. Не перевал, здесь просто как дорога, да и дорога. 5 градусов. Ну, с подъемчиком, естественно. Куда же без подъемчиков? Собственно, здесь тема такая, что вот я говорил без опыта, да, когда идти, почему весной, чтобы вы дороги примерно знали, по каким маршрутам вы ездите, где какие подъемы и так далее. Потому что в зимнее время в большей части они все в темноте, и вы не знаете, где эти подъемы. Спросите у меня, знаю ли я или нет их? Естественно, нет. Ну, я знаю дороги, куда я самое больше ездил. Да, это у нас Юнкердаль. Я наизусть там знаю, где там зайцы даже заначки ныкают свои, морковку на зиму. Ну вот. Потому что я ее снимал со всех сторон, я уже не знал, с какой стороны снимать этот Юнкердаль, потому что я там проехал 500 раз. Это только в одну сторону. Вот. Здесь давно не был, поэтому потихонечку вспоминаю, как бы где, что, и также себе наматываю и запоминаю. Мне нужно было попасть в магазин еще, но уже, я так понимаю, никуда не попаду. Ну, сейчас проезжать будем, вроде как до 23 должны работать экстра. Рема та же самая, Киви. Если где-то будет возможность заехать, надо будет заехать. Ну, что здесь у нас? Минус 3, минус 3,5 градуса в Альте. Ну, осадков нету, их уже и не будет, я думаю. Нигде на маршруте моем возвратном. Сияла по дороге, опять в окне отвлекала меня, но я сдержался и не остановился, чтобы снять видео. О, домик. Разукрашен. Красиво. Все дело идет к праздникам. Ну, уже, конечно же, пора. Какой у нас сегодня? 15 экстра. Ё-моё, еду в Ворон, считаю. Ну, здесь... Не, ну, заехал, стал бы. Блин, ну я... Ладно, сейчас. Может, впереди кольцо будет, я крутанусь. Как раз машин там мало, мне стать можно. Затринделся. Да, до кольца далеко что-то. Но оно будет точно, я помню, что оно здесь есть где-то. Пока что только мост у нас впереди. 4,1 высота. Но я так еще поглядываю, где мог, конечно, можно где-то заскочить, крутануться. Вон кольцо.
Так, вон есть Рема 1000. Также, да, но... Стать-то где? А стать-то не. Где там будет? Ну что, поедем, съездим на экстру обратно. А может, мне Рема надо? Так, ладно. Может, все-таки я как-то стану. Выезд получается только с одной стороны или с двух? Я вот не вижу, есть там он или нету. Ага. Я увидел чью-то жопу там торчащую. Сейчас мне только надо с Мерсом. Сорян, братан, что я тебя так подвинул. Кто-то там спрятался. И я его засек. То есть по кругу, я так понимаю, выезд у нас здесь есть. Шикарно, шикарно. А, двухосник, кстати, тут заныкался. Тусуется. Литовские номера. Так, мы можем, в принципе, да. Так. Ну, в данное время я здесь точно никому не помешаю. Я вот так вот встану и пойду схожу в магаз. Рев молчит в -2. Отлично. Я думаю, он будет у меня молчать пару дней. Что ж, классное место, слушайте. Я вам оставлю здесь заезд этот. Вечернее время без всяких вообще проблем. Можно вот под окнами, в принципе-то, встать. Да как угодно. И выезд с двух сторон, заезд с двух сторон. То есть, ну и на ночь, видите, двухосничек стоит. Балдеет. В магазе, я думаю, здесь туалет есть. Почему и нет? Так, вот экстра еще тоже до 23. И вот циркуль. Где-то мне надо стать, набрать нормального горячего шоколада. Так, по кругу есть объезд? А, есть, слушайте, а что-то я придумал, что он здесь корявый. Может, здесь второй есть? Этот хороший, нормальный циркуль? Что-то я попутал, капитально попутал. Интересно. О, ребята, контент! Вот есть вышка, с которой чистить снег. Прикиньте, как я четенько заехал. Вот она так выглядит здесь. То есть можно заехать, почиститься и уехать. Так, но нам это пока что не надо. Мне просто надо встать сейчас. 4,1 высота. Нормально. Пройдем. Так, там хреновенький выезд. Я, наверное, лучше сдам назад потом. Там есть как раз выезд. И я через заправку обратно выеду, через грузовую. Ребятки, заехал я за горячим шоколадом. И вот вам, что мы получили. А? Какую красоту. Оно отсюда начиналось вначале и убежало туда. Да, что-то я где-то перепутал. И здесь есть в городке тоже вот такой вот подъемчик. Нет, наверное, все-таки будет второй циркуль, а? Сейчас мы посмотрим. Здесь знак 50, но у нас здесь подъем. И притом он такой, как бы, ну, не короткий. Поэтому спокойно здесь разгоняемся и не смотрим на никакой знак. Ну, в рамках, конечно же, как говорится, приличия. Не наглеем. Ага. У меня разгрузки сейчас нету. Дадим.
Ну, здесь даже есть раздвоение. Чтобы тех, кто будет буксовать, двухосник, вот тот, который выйдет, чтобы он остался здесь на полосе, можно было его объехать. И кольцо здесь такое сразу. Хопа, на подъеме. Та-дам! И все. И дальше подъем такой пошел. Небольшой, правда. Но в хороший гололед и на нем будут проблемы. Что у меня вышло? 12 тонн на ведущую и 2 тонны у меня на ленивце. И, конечно же, да здравствует хороший шоколад. Небо и земля просто с тем, что там было. Конечно, спасибо им за то, что бесплатно дают. Но это ужасно было. Сейчас тоже с Нового года приеду. И надо будет сразу по приезду в Норвегию приобрести себе кружечку. Я вот на этот раз, наверное, куплю себе черную, хочу найти. Черной у меня еще не было. У меня это типа такая, как она, ну какая-то зеленая, что ли ее назвать. Была у меня красная, была у меня синяя. И по два, нет, одна была 2 года. А какого же еще цвета была у меня? Наверное, 2 раза красная у меня была. Ну, короче, сейчас хочу черную найти. Типа под интерьер. Чтобы она так у меня сочеталась. Потому что это вот никак она вообще не сочетается здесь ни с чем. Так, вот киви, да, по заезду. Что здесь? Ну, по заезду как бы... ну здесь тоже, ой, хорошее место. Тут нормально тоже. Короче, вальте вы спокойником в любой магаз можете вообще заехать. Вот первая была экстра. Ох, там центр Альты. Прощелкал я. Ай-яй-яй. Развернуться, что ли, заехать? Не сможем мы так заехать. Там все классно так разукрашено было. Но не вовремя я это дело заметил. Здесь вот эта ихняя фигурная постройка. Интересная. Не знаю вообще, что вам там видно, конечно, но надеюсь, вам что-то видно. И нам на Е45 мы уйдем на Кивиломпола. Каутокейно и Кивиломпола. У нас будет налево поворот. Да, что ли, неужели я с чем-то перепутал это? С каким же я городом мог попутать этот циркуль? Что там такой вот был ужасно неудобный циркуль. В горку. Или с горки. В какую-то из сторон же, понятное дело. Ну да ладно. Ну что тут надо водой? Сияет или не сияет? Нет, не сияет. Короче, все дни, за исключением воскресенья, когда мело. Да, сильно мело. В субботу был сильный мороз, очень крутое сияние. А в воскресенье мело, и поэтому ничего не было. То есть до, как я въехал, каждый день, и сейчас вот каждый день. Ну, еще, ну, завтра уже не будет. Сегодня я, до куда я доеду, понятия не имею, если честно. Но в любом случае, завтра вечером я уже буду далеко, где-то на 4, в районе Сунцваля. Может, дальше даже. И никакого уже там северного сияния мы не увидим. Вон циркуль есть. Вот он. Все-таки я не ошибся. И он под горкой. Здесь еще и вот и у на X есть такой же кривой. Тут он с горки, а с той стороны на горке. Да, с грузовым есть. Он тут такой, да, вот корявенький. И вам туда на подъем сразу надо, прикиньте, выехать. Нормально вообще? Сейчас зацените вот этот циркуль. Тут он вот в подъем бывает. Ну, там как бы вы уже на заправку заезжаете. Заправка-то в любом случае на ровном стоит. То есть сама-то дорога идет наверх. Ну, а дальше только с подъемной осью. То есть двухоснику туда заезжать не надо. Да и вообще, когда супер какой-то гололед будет, то и
Трехосник может не помочь. Так, вот здесь ныряем мы. 4,3 высота. И потом вот так вот с подъемчика, квак-квак-квак-квак. И вам надо здесь, не останавливаясь, выехать сразу же на дорогу. Или вы там встанете и будете буксовать. Вот это я вижу проблемный типок. Он тоже решил повернуть. Я думаю, сейчас он будет мозги мне компасировать ехать. Стопудово. Я надеюсь, он сейчас где-то повернет и не поедет дальше. Расход, кстати, топлива на данный момент у меня под 40 литров. Где он? За пробег это не то. Т1 мне нужен. Вот как я с Польши выехал, 39,9 у меня расход в непогоду. Ну и машина стояла, работала целую субботу, считайте. То есть где-то я ее завел с 12, наверное, да, там, ну, плюс-минус, ладно. И я ее заглушил в 3 часа ночи, когда начал падать мороз. Вот. Вон там сейчас мы, да, попробуем. Там у нас есть хороший разрыв между вот этой вот. Сейчас две машинки проедут. И я могу спокойно выходить на обгон. Пусть он сейчас и там и поехал, что-то с горки его катнуло, но дальше результата не будет. И нам это не надо, нам абсолютно. Вот и все. Как стоячего. Вернуть ленивца обратно. И теперь спокойно, смело поливать в сторону границ. Что, попер я в одинокий этот перевал. Тишина, никого нету нигде, ни спереди, ни сзади. Минус 5,5, зачищено. Но разгрузку я дал, потому что начало буксовать. Мы сейчас как бы будем долго-долго тут идти в подъемы. Я вообще когда-нибудь днем здесь проеду, чтобы вот в зиму днем, чтобы здесь все красиво это было видно. Ладно, еще пускай снежку побольше нападает за январь, в феврале посмотрим. 11,7 у меня на ведущей оси, 4,3 у меня рулежка, 1,9 осталось на ленивце. И 23 тонны, естественно, остается у меня по-прежнему на полуприцепе. Так, запас у меня еще есть. Чуть меньше тонны. 500 килограмм я еще могу добавить в сумме на ведущую ось. Но пока едет без малейшей пробуксовки, то едем. Едем. Я, кстати, что-то как-то запамятовал. Граница, что ли, круглосуточная? По-моему, она круглосуточная, да? Насколько я помню. Есть здесь таки вот поднялся. Вот как бы основной маршрут, что вот где-то есть местечко чуть там подразогнаться. Ну и где же наш этот самый затяжной будет скоро подъем? Я кусочек такой небольшой прошел затяжного. И фар мало. Все-таки мало. Здесь нужны в будущем такие хорошие, которые бьют на километр вперед фары, чтобы вот эта вся часть была освещена. В целом это так надо. То есть, короче, чтобы вы понимали, мои стоят дополнительные 4 фары. От них толку
Очень-очень мало. Я вам сейчас, в принципе-то, продемонстрирую. Вот мы едем, это у меня включена и мои эти 4 дополнительные, и родные, только верхний ряд и нижний самый. Средний у меня не включен. То есть, ну, я не могу вместе их включить. У меня не перепрошита машина. Так, а как это мне сделать, получается, теперь, чтобы не горели они? Так, что ли? Нет, не так. Я, наверное, не могу так сделать, слушайте. Действительно, что ли, я не могу отдельно включить только свои дополнительные. Они у меня горят в любом случае с верхними. Ну, так получается. Потому что если я выключаю, то вот. У меня вот здесь гаснет, это моя дополнительная кнопка. Ой, не то. Ну да, кстати. Что-то я как-то не подумал, что так у меня нельзя делать. Ну, нельзя. То есть я могу ее полностью вот выключить. Ну да, давайте вот просто в оригинальном дальнем, да. Это мы едем. А это я... Сейчас, секунду. Вот за поворотик выйдем. Как-то... О! Ну, что-то луч вот этот дает, да, нам на дальняк вот именно бьет. Но это очень мало. На самом деле. Ездили мы и покруче с фарами. Так. Ну и здесь тоже, как вы видите, что дорога петляет, поэтому не разгонишься, но идет машина. Нормально. Даже решила передачу. Иду, да, иду я в мануале, как бы погодные условия позволяют. Особо не заморачиваюсь. В мануале, я сказал, да, в автомате я иду. Естественно, в автомате. Ну и выше пошли мы на перевал, то 8 у нас градусов, минус 8 мороза. Интересно, конечно, какой здесь длины вообще этот подъем. Но он очень длинный, как бы. В сумме брать вот эти все, весь участок, наверное, десятка будет километров. Назовем так, что 10 километров сложного участка дороги. Окей, но 100. То есть, значит, до границы нам где-то 130, наверное, выйдет. Я должен в теории до туда добраться. У меня 1:48 вождения до перерывчика. Не хотелось бы где-то стать до границы. Хотелось бы уже доехать на границу, пройти таможню, выпить горячего шоколаду со своей этой, купил, которую я штучку на скидосе, чтобы она не зачерствела за ночь. И уже проехать, сколько проедется, так сказать. 2 часа, 4 там. Ну, 4, наверное, я точно не поеду. Так-то по плану, чтобы я... в час ночи я стартану с границы после перерыва. Ну и часа 2-3 максимум я проеду еще по Финляндии. Пока что ковыляем, петляем. Хорошо, что нету никого. Спокойно можно ехать. В целом-то уже перед отпуском, перед Новым годом приключения нам особо не нужны. Хотя я 100% уверен, что вам
большинству они как раз таки нужны. Ждете, где там, когда, какие цепи будут, что, почем, а то думают, что я вот езжу, и все у нас тут так сказочно. Ну, так попадает. Так попадает. Где-то с погодой, где-то это так, что пока что в цепях я не нуждаюсь. Ну и назвать, что первая половина зимы будет к концу, нет. Потому что все-таки 3 основных месяца. Январь, февраль, март у нас будут впереди. А вот у нас и самоход едет. Ладно, так разъедемся. Здесь-то в целом-то только зима взялась, это вот в декабре. В ноябре ее не было. Там где-то местами точечно что-то там исполняло. Да, там кто-то и на викинги попадал. Но в целом вот зима взялась в декабре. Ну и более будем рассчитывать, конечно же, что февраль, январь будут более-менее стабильными, морозными. Ну а март уже как придется. Ну и в центральной части, чтобы хотя бы выпал снег тоже. Я про Швецию имею в виду. Да и про Норвегию тоже, чтобы Осло, Гардемойн, вот эти части как-то с морозиком побыли, потому что там грязище это постоянно, стекло это засрано. Я вот это больше всего не люблю, то есть когда вот это вот засранное стекло. Пусть оно у меня будет во льду, пусть я не буду ничего видеть, пусть идет снег, что угодно, только не вот эта грязь и постоянное возюканье вот этой грязи по лобовому стеклу. Да, омывайка без проблем, я на базе могу набирать сколько мне угодно. Я сейчас также запасы закончились, я заправил полный бак, выезжал. Также с собой взял еще 10. Там, не, наверное, чуть меньше у меня, где-то литров 7-8, наверное, есть с собой. То есть не стал больше брать, потому что как бы часто возвращаемся. Но сейчас после Нового года, ну, в принципе, тоже брать-то ничего не буду, но, может быть, еще добавлю одну маленькую канистру, там на 5 литров. Опять до полного дозаправлюсь и помчу уже спокойно. Мы начнем следующий год. Добавлю, что это не про тему, то, что там Scania. Многие вообще путают просто, они вот не разбираясь в чем-то. Кто-то пишет, что Scania стала маном. Причем тут это? Scania владеют Scania, ВАГ, но причем тут Scania стала маном. В Scania все свое, здесь мановского нету ничего, в отличие от мана, в котором половина Scania, если кто-то не соображает. Второй момент, Scania китайская стала. Ну вы что, прикалываетесь или что? Как вы читаете эти новости, непонятно. Scania открыла завод в Китае, там сделала тягач, у которого эко не соответствует евро всем стандартам. Специальный тягач для них. Естественно, специальная цена, удешевленные материалы, как внутри, так и снаружи. За счет этого цена двухосного там тягача составляет 70 с чем-то тысяч евро. В то время, когда в Европе Scania сборки шведская, голландская, ну, Голландия там сборку не называют, там колеса ставят, то есть, ну, по факту, да, она сборка больших деталей, я считаю, там так это выходит. Кабину там ставят, то есть рама с двигателем приходит, кабину ставят в Голландии. Вот вам сборка Голландии. Цена будет такого же тягача, будет стоить там 120 тысяч, 100 тысяч евро. То есть разница есть. Но за счет того, что совсем там другая немножко идет компоновка двигателя, минус эти вот все евро, шмевро ограничения. Читайте правильно. Тут никак это не связано с тем, что тут сейчас они сделали в Китае завод, и типа что, с Китая сейчас машины все сюда приедут? Нет, такого не будет. Scania остается выпускать. Также новость не про V8. V8 также будет выпускаться как минимум еще лет 5. Вот. Чтобы вы там какие-то фейки, вбросы, чушь вам там кто-нибудь какую-нибудь не рассказывал. V8 как был, он так и будет. Так как и в Volvo 16-литровый двигатель. Вот, это их не топы, на них они выезжают в коем-то веке, потому что больше им брать уже ничем не осталось. В целом-то грузовики у нас все проблемные, новые все просто проблемные. Ну ладно, дальше мы уже поговорим с вами, это в новом году я тему эту подыму, размусолим.
И почитаем в комментариях потом, у кого какие проблемы с новыми грузовиками разных марок. Если кто-то будет писать, что в его грузовике все в порядке, он врет 100%. Бочка. О, стояночка вам хорошая. Почищенная даже. Вот я и добрался до городка, в котором, наверное, надо мне делать паузу, потому что до границы я не дохожу, буквально пару минут. Поэтому я зарулю. Так, 4,4 высота, проедем. Проедем. 12,8 у нас мороза. Здесь вот можно стать параллельно колоночке, не занимая ее. И вполне очень даже неплохо. Вот места хватает. Все, пауза. С горячим шоколадиком. Сейчас я наверну вкусняшек. Друзья наши два бегут куда-то, мычат. Ну, ребята, давайте в сторонку. Маленький и его, наверное, мама. О, можно обгонять. Они прижались к обочинке, молодцы. Ну, ё-моё, не бежите вы ко мне под колеса. Ну, вот стрёмно их обгонять, потому что они могут кинуться под машину. Слушайте, валят они, я вам хочу сказать, 38 километров в час. Чтоб вас порвало. Короче, дальний, не дальний, им как бы это не мешает. Они все равно хотят бежать по дороге именно. Так, видать, запыхались. Ладно, вон граница уже. Бедолаги. Ух ты, вас сколько там. Ой, там такой красивый был. Бежал туда в кусты. Давайте, давайте за корешами. Молодцы. Да, вот такая вот движуха у нас здесь. Ну и вон граница светится. Заезжаем. Надо дать разгрузку, потому что на повороте мы можем не заехать. Хотя здесь вот тоже, почему сюда не заезжать, как бы. Тоже есть как бы карман. Но стоит именно, что нужно заезжать на эту сторону. Ну и мы здесь станем. С рыбой кто-то стоял здесь уже до меня. Так, и надо мне этого либо обогнать сейчас, либо ждать, подождать чуть-чуть. Какое тут все прикольное. Ой, воды набрал в чайник, чуть не вылился. Ну, я вам хочу сказать, очень комфортная и кайфовая температура. Для минус, сколько там показывал? Минус 14 на данный момент. Но она очень хорошая такая. Сухая, что ли, да, можно сказать. Потому что вот в Танабру стоял я, да. Была разная погода, только стало комфортно при минус 29. А все, что было меньше, было такое себе. Ну что, мчим мы, наверное, ждать я тоже не могу.
особо. Буду я догонять этого деда сейчас, который на скамейке тут стоял, да обгонять его. По-другому никак. Вспомнил я в тему про бегающих зверей. Там кто-то написал, что вопрос задал про животных. Как тут это обстоят дела? Вот на дорогу выходят, если сбить, если что-то еще сделать. А другой ответил, говорит, да не, какой тут везде заборы стоят, тут звери не ходят. Алло, какие заборы? Заборов тут нету. Здесь везде леса, горы, то есть забор, ну вот здесь что-то стоит, но он именно ограждал какую-то определенную территорию. Дальше все, нету никаких заборов, ни справа, ни слева. И так везде. Заборы у нас есть только там, где-то на юге стран Швеции, Норвегии, Финляндии. Ох ты, как мы, как это, я не знаю, как по волнам пролетелись. В общем, звери, дорога, здесь это все в норме. Лось, олень, косуля, рысь, медведь, волк, что хотите. Ладно, значит, самый распространенный у нас, конечно же, олень в этой части, да. Лось, он как бы в целом везде существует, есть, но вот именно в северной части преобладают северные олени, которые очень часто выходят на дорогу. И я не могу сказать за Финляндию, как делать в случае Финляндии или в Швеции. Я знаю только за Норвегию, что по закону в целом вам не разрешено покидать место, где вы сбили зверя. Вы должны вызвать там службу, ну вы просто позвонить в 112 и вам там за вас все сделают, сообщить, где вы, только нужно и в каком состоянии животное. Вот. Мертвое, значит мертвое. Если оно раненое, значит раненое. Ни в коем случае нельзя добивать зверя. Ни в коем случае нельзя его ложить себе в багажник, в палетник, как делают наши коллеги иногда, тупоголовые. Вот. Каждое животное чипированное. И дикое, не дикое, неважно, они все чипированные, все отслеживаются. Поэтому лучше всего в любой стране в целом-то, если вы так же сделаете, как и в Норвегии, то есть вы так же сделаете в Швеции, в Финляндии, то точно это не будет плохо. Вот. Если вы собьете, вызовете. Во-первых, страховка тоже. Здесь момент такой, что вы получите ваш там либо работодатель, если у вас личная машина или легковая, вы получите страховку в любом случае, вам выдадут какой-то документ, что зверь и так далее. Поэтому нужно быть осторожным, да. Видите, как они непредсказуемо могут хаотично передвигаться по дороге. Если лось конкретно, в принципе, всегда он просто поперек переходит эту дорогу. Всякие у него проблемы могут возникать, это подскользнуться он может на этой дороге. Если его шугануть, например, или, ну, разное бывает, не знаю. Я, то есть, стараюсь, то есть, если где-то лось, что-то, естественно, никаким образом не шугать, не пибикать, там, ничего. С оленями, видите, работает по-разному. Где-то вот я подсигналил, они хоп, вроде как ушли. Ну, дело случая. И тоже момент такой, что для чего вот нужен дополнительный свет, максимальный свет. Вот чтобы вы в такую погоду видели просто вообще все. Вот это вот вы спускаете, чтобы вот я сейчас вижу дорогу, но она темная, а должен видеть ее светлую всю до конца самого. И тем самым, чем дальше я вижу, тем лучше я вижу зверей. Тем самым, естественно, я смогу затормозить, потому что это лед, укатанный лед. Я валю по нему 90. То есть, ладно, там, пускай 80 мы будем ехать, это суть особо не меняет. Мы не ездим по этим дорогам 50, 30, 20. Мы едем по ним по-нормальному. Здесь такая работа, и тем самым она отличается от той же самой России, где едут 20 и не едут там и толкают друг друга. Вот. Здесь мы валим всегда 80-90 по таким дорогам. От этого у нас трехосные машины, резина хорошая, там у кого-то подкидухи, комплекты цепей и так далее, и так далее. Ну и здесь, конечно же, я не смогу остановиться на этом льду так быстро, как на асфальте, то есть если вообще смогу остановиться. И то есть что делать? Вот вылетает стадо, вы летите, что вам делать? Ловить кювет или гасить их всех?
Ну, здесь уже как у вас работает на самом деле ваши внутренние инстинкты. Я думаю, нельзя это каким-то образом предсказать или что-то еще. Конечно, если это один, ну, то, наверное, все-таки в глубине души вы должны себя настраивать на то, что вам лучше его сбить, чем вам уйти со всей сцепкой куда-то туда. Какие там у вас будут последствия, вы не знаете никогда. Вот. Какой ущерб вы нанесете себе, тоже вы этого не знаете. Поэтому, если уже получилась такая ситуация, ну, то просто вероятнее всего вы попытаетесь, если каким-то образом его там объехать, обойти, обскакать, подумаете, что вы сможете тут сейчас половиной пролететь тут тихочем по обочине. Нет. Вероятнее всего, вы собьете его в любом случае, и вы еще при этом ляжете на бок. В деревьях где-то, в кустах, в камнях. Под всем снегом там камни. Твердая поверхность. Вот. А если вы просто по прямой его аккуратно, ну, собьете, то вы хотя бы останетесь на дороге. А так вот в мороз вы уйдете в канаву на бок. Через сколько вам помогут? Через час, через 2, через 3. Мороз минус 15. А ладно бы здесь мороз бывает, здесь в этой вот конкретно по этой дороге минус 45. Ну и чё? Все? Приехали. Ну, здесь, конечно, я еще раз говорю, что все будет внезапно, никто это не может предсказать. И я сам тут просто вам так... Я это как бы, ну, поясняю, как вижу это со стороны, наверное. Как я поступлю в какой-то ситуации, понятия не имею. Вот сейчас я слетал с горки, была ситуация. Ну, стадо выбегает. Ну, я смог, мне хватило 100 метров, чтобы я тормозился до той скорости, чтобы уже было, ну, контролировать ихнее движение, так сказать. Передо мной опять они бежали. Но есть ситуация, вот вы из-за поворота выходите, самая такая, конечно, печальная история, когда вы из поворота выходите, вы ничего не видите за поворотом, вы выходите с поворота на скорости 80-70, и там просто куча оленей. А остается 50 метров. Затормозите вы со сцепкой 45 тонн, 50 тонн, 40 тонн за 50 метров по льду. Нет, никогда в жизни. Поэтому тут такое дело непростое. Как я и говорил, у нас будет немножко дня на сегодня. И вот, в Финляндии пишут минус 29, минус 38. Типа. Температура дизеля. Ну, естественно, она с запасом. Немножко я подкрасил машину. Теперь она выглядит вот таким образом у меня. В контуре, так сказать. С зеркалами. Мои ощущения за неделю, проведенную в темноте, можно считать. Ну, в целом-то все хорошо. По сну, конечно же, просыпаться не хочется, потому что темно в целом. Я не люблю просыпаться, когда темно, а так вот ты просыпаешься, вроде, ну, темно, непонятно как это. Ну ладно, все равно по факту высыпаешься, все нормально. И другой момент, что ты теряешь вот время в понятии, вот ты едешь, вроде бы темно, и у тебя все равно в подсознании все, конец рабочего дня, уже все там как бы такое. Ну ты потом смотришь на время, блин, 13:27, да как так-то? У меня еще весь день впереди, целый день еще работать. Вот, обед еще, то есть ты там думаешь, вот, темно уже, так, ужинать там, наверное, скоро что-то, а ты еще не обедал. Вот, в чем проблема. Ну, это такое, лично, как бы, у меня. Это даже не проблема, это просто вот такие вот немножко ассоциационные ощущения от этого всего. Так, ну, конечно же, денек хороший, дневной. Друзья идут, вот молодцы, идут правильно так. А, нет, неправильно, да? Неправильно, они должны были здесь идти по этой стороне. Ну да ладно. Видимость у нас хреновенькая. Через камеру она видна лучше, чем она есть на самом деле. Погода минус 8. Мне 10 километров до Калари, где мы будем уходить на Паялу, на Швецию уже.
Вот, ну как-то пока что так. У нас получается 14 часов по финскому, а в Швецию въедем будет у нас 13 часов. Но погодка лучше, конечно, снег, чем чтобы шел, чем туман. Я вот не люблю вот это вот, когда у меня ограниченная видимость. Совсем не люблю. Ну что, вот мы и в Паяла. Так как говорят мне, что ударение всегда на первое, то значит будет у нас Паяла. И мост. Конечно же мост. Куда же без мостов здесь всегда у нас. Хоть это и не граница, но на границе у нас тоже, в принципе, был мост. Значит, 11 градусов у нас мороза. Дорожка ковыляет. Так куда ж я сегодня доеду и сколько я сегодня проеду? Вот это, конечно, вопрос есть. Нежданчиком вышел. Погода вот такая вот, что видимость у нас... Все видели, да, знак стоп, но плевать я на него хотел, потому что у нас зима. Поэтому я на них внимания не обращаю. И всем так советую делать. Ну, если вы совсем правильные, то иногда, то вам чаще придется просто надевать цепи. И вот, собственно, планы-то были у меня сегодня валить по максимуму. В смысле, что по скорости. Но видимость мне периодически этого не дает делать. Ну, сейчас выйду на Швецию, пройдем мы Паялу. Ну, мне Паяла почему-то все-таки ближе. Паяла. Вот Паяла как-то звучит, а Паяла вообще никак. Может, в Швеции у нас немножко просветлеет. Я в смысле хотя бы, чтобы не было тумана. Вот так как сейчас видимость, в целом, да, хорошая. До кольца у нас 350 метров, и все как бы... До кольца видно, после кольца уже ничего не видно. Вот, поэтому это неплохо. О, у меня рев завелся. Пару часов он помолчал у меня. Здесь я смотрю, так нормально снега я навалила. Смотрите, как трал закидала. Такие горы здесь вычищены. Ну и обочины с кантиком. Я, кстати, заметил, что на севере, на самом деле, ну, с Финмарка сейчас как выехал, там снега в целом мало. Потому что реально дороги счищены. Обычно вот у нас должен расти снег и уровень его вот этот вот. Тогда понятие есть, что да, снега до хера. Вот здесь именно его, ну, очень неплохо так до хрена, я смотрю, да. Кучки такие расчищенные. И на обочине у нас уже есть полметра так точно высоты. До базы, и 770 уже стоит. Ждет своего владельца. Ну что, здесь добавили, значит, как и всем, только тут сразу с добавлением уже цвета. То есть я предположу, что кенгурятник уже для нее готов будет установлен. Также перекрашены подкрылки. Ага, и защиту сняли. Защиту, наверное, я думаю, что может в черный цвет ее бахнуть. Кстати, вот вам крепление, как она идет. Защита это. Все по заводскому. А, седло у него сдвижное. Кстати, я в прошлый раз, первый раз тогда я видел, когда-то не увидел это. Что седло сдвижное, оказывается, у него. Ну и все, дальше посмотрим, что с ней будет. А, стоит этот самый уже ветровик с одной стороны. Со второй стороны. Ну, красотка, черненькая, новенькая, да? Со второй стороны нету. Нету, да и нет. Так, а здесь это
Слушайте, а нет, это диски такие? Я думал, это сейчас на колпаки. Слушайте, круто. И что, и здесь это диски не может быть? Точно диски, литые. Вот это да. На колпачки тоже блатные. Ну, круто выглядит, конечно. Я ляпнул в первом видео, что с колпаками. На нет, это, оказывается, такие диски на ней. Несложно перепутать. Я же пока что зацепил ламберета. На короткий рейс выйду на Швецию. Может быть, еще рыбу загружу в Осло и вернусь уже обратно в Польшу и домой. В порту словились редкость. 3 разных цвета. Еще не хватает красного цвета. У нас есть красные дафы. И был бы полный комплект. даф, миллионник уже. Меняли, не меняли, перебирали ему и мотор, и все остальное. Но ездит еще пока. Ну и единственная белая эрка, которая у нас есть. Спешу с вами поделиться. Я, конечно же, заехал на циркуль и к Новому году обновил свою кружку. Так сказать, сделал себе подарок. И видите, какую крутую кружку я нашел? Не на всех, я так понимаю, циркулях в Норвегии вы можете найти такую кружку, но она стоила дороже на 50 крон. Также вы можете там даже заказать себе все, что угодно. Любой, короче, что угодно. Я увидел рыбу, я рыба по знаку зодиака, поэтому я выбрал себе рыбу. Был грузовичок, были разные знаки зодиака, еще там всякие. Ну, короче, интересная очень штука. И кружка, настолько мне было жалко ее, что я горячий шоколад набрал в старую кружку. Друзья, новость новогодняя еще одна. Открыта стоянка, новая стоянка. И теперь это будет самая ближняя, большая, полноценная стоянка для грузовых из Осло в сторону Тронхейма. Когда едем по шестерке, у вас будут знаки уже стоять, что грузовым. На Гардемойне, значит, возле вот такого вот хотеля. Можете провести 45-ку в хотеле за 300 евро на ночь. Так. И я, да, вот смотрю, что шлагбаум поднят. Там уже стоят во всю машины. Есть места под розетки. Что-то непонятное. Ну ладно. Что ж, немножко даже тут. Здесь больше не снег, а дал такой ночью шел, как такая изморозь мелкая какая-то. И вот получилось все на утро почти как под снегом. Но это не снег. Подходит к концу, мой друзья, крутой рейс, который очень меня порадовал в конце этого года. Ну и, собственно, подводить итоги мы с вами не будем. Все, что я хочу сказать, у нас осталось до Нового года совсем чуть-чуть. И всем вам пожелать просто хороших праздников с наступающим и всего самого хорошего. А вас еще ждет стрим, только с датой стрима я еще не совсем определился на момент съемки этого видео, поэтому следите за мной в YouTube, в Телеграме, в соцсетях. Все ссылки всегда есть в описании. И также поставьте оповещение в YouTube. Только так вы сможете понять, когда же этот будет стрим. Канал Tracker in Scandinavia провел очень хороший и длинный путь в этом году. Год начался отвратительно. Я уже на данный момент не работаю в компании Kami Transport. Увольнение одно, второе, затем меня уволили. Да, именно меня уволили. Это было первое мое увольнение и рекорд рабочего времени в одной компании. Затем стало все на свои места. Вашему вниманию новый мой тягач Scania V8 590. Вот, об этом тоже мы поговорим на стриме. В целом, все вышло очень круто на данный момент, я всем доволен. На острове Рёст. Какие звери здесь плавают, оказывается. Средний размер лобстера около килограмма. Там, где находится самая большая скульптура лося в мире.
Просто офигеть. Минус 29. Я думал, в такой мороз нету северного сияния. А оно есть. И еще в каких размерах. И какие цвета суперские. Это что вообще такое происходит? И того и вам желаю, чтобы всегда вы оставались в позитиве, чтобы вам всегда нравилось то, что вы делаете. Всем спасибо за просмотры, за комментарии и за поддержку. С вами Федор и канал Tracker in Scandinavia. Увидимся в новом 2026 году.